И, наконец, внешняя политика Египта. Вот по поводу внешней политики тоже можно многое говорить. Сейчас уже сменилась, сейчас четвертый уже министр иностранных дел Египта после египетской революции. И тенденции, в общем-то, они как бы проявляются. То есть вот Набиль Аль-Араби, когда он был министром иностранных дел Египта, сейчас он генеральный секретарь Лиги арабских государств, он заявлял о том, что, во-первых, о больше сближении египетской политики с палестинским движением, открытие вот этого перехода в сектор Газа, сближение с палестинскими организациями. Египет сыграл большую роль в плане примирения двух палестинских группировок, это Хамас и Фатха. Действительно, его значительная роль. Дальше заявлялось о том, что Иран не является враждебным государством для Египта. И, в общем-то, достаточно были заявления по поводу израильского, по поводу конфликта или того, что происходит между Израилем и палестинскими движениями. Особенно сильны были антиизраильские настроения после того, как израильские ВВС, которые нанесли удар по палестинским группировкам, они случайно, ну, по крайней мере, это факт, нанесли удар по египетской территории, в результате которого погибли несколько египетских пограничников. Были манифестации протестные у израильского посольства, срывались флаги, делались требования прекратить дипломатические отношения с Израилем и даже разорвать вот этот Кэмп-Дэвидский договор. То есть вот такая тенденция, она наблюдается. И вот в этом плане я хочу сказать, что вот одним из результатов египетской революции, на наш взгляд, будет то, что Египет уже никогда не станет вот таким верным союзником Запада, верным союзником Соединенных Штатов и гарантом безопасности Израиля, каким он был при Мубараке. Но, безусловно, не будет полностью разорваны эти отношения с Западом, это очевидно, поскольку мы знаем, что Египет получает помощь, 2,5 миллиарда долларов получал ежегодно, львиная часть этой помощи шла на армию, и эта ситуация, в общем-то, предполагает дальнейшее сохранение этих отношений с Западом. И последнее, на чем я хотел бы остановиться, вот по поводу перспектив развития событий в Египте. Прежде всего, я хотел бы сказать, что главным вызовом для новых властей, как и для всех властей в Египте, предыдущих, это является социально-экономический фактор. Прежде всего, экономический фактор. Еще раз я напомню в двух словах, что такое Египет. Это страна в пустыне, где до 6%, от 4 до 6% территории пригодна для экономической деятельности, и на этих 6%, 4-6% проживает больше 90% населения Египта. То есть это, если мы учтем 80 миллионов населения Египта, это колоссальная безработица, особенно среди молодежи. И вот решение этой проблемы – это главное для египетской власти нынешней. Как она будет решаться? Но есть проекты внешней помощи, страны Персидского залива, Соединенные Штаты, Европейский Союз предлагают свою помощь финансовую. Да, это все так, но без конца жить на помощи нельзя. Естественно, нужно создавать такие экономические проекты, которые будут адекватны для решения вот этой проблемы. И здесь, на мой взгляд, вот, нужна такая очень мудрая и социально ориентированная экономическая политика для того, чтобы решить эти проблемы, или хотя бы их сбалансировать, чтобы они не были такими острыми. Это первое. И второе, это то, что вот эти вот новые силы, политические силы, приходящие во власть в Египте, они опираются в большей степени уже на какие-то
достаточно широкие массы египетского населения. То есть вот те проценты избирателей, которые голосовали за них, мы видим это вот поддержку избирателей, поддержку египетского общества. Вот сможет ли, многое зависит от того, сможет ли новое руководство, новые политические силы реализовать вот те надежды, которые на них возлагает египетское общество. И это нужно сделать в ближайшем будущем, поскольку в случае затягивания решения этих проблем возможны новые эксцессы, то есть те слои общества, которые участвовали в революции, они не видят реальных плодов того, за что они боролись. Это может спровоцировать новые какие-то политические эксцессы. И здесь могут выйти на авансцену другие силы, допустим, радикальные исламистские или какие-то иные силы, которые могут попытаться оседлать эти протестные движения.